Всем привет! Сегодня я вам покажу две техники мелирования, популярные техники, которые я сегодня буду комбинировать между собой. Исходная база у нас отросший балаяж. Мы будем менять технику. Обратите внимание, я развела две миски красителя и сейчас буду подробно вам уже об этом обо всем рассказывать. Не обращайте внимания, пожалуйста, на интерьер. Это я дома работаю. Модель это моя сноха. Почему работаю дома? Потому что самоизоляция. Но до видео добралась только сейчас. И вам сейчас буду подробненько рассказывать, а вы внимательно смотрите и слушайте. Самое главное, у нас замечательная профессия. Мы можем работать совершенно в разных условиях, и мы всегда востребованы. Так что присоединяйтесь. Если вы боитесь работать, приходите, я вас научу. Напоминаю о том, что я тренер. Могу научить вас стричь, могу научить вас красить. Опыт работы у меня уже больше 25 лет. Жду вас на обучение. Смотрите, внимательно рассказываю. В данном окрашивании я использую две техники. Первая техника – это микромелирование с помощью волшебной расчески. Эта техника называется вуаль. Вот расческа, видите, она розовенькая. У нее я вам показывала ранее, я уже ее использовала в своих видео, как она выглядит. Но если вы хотите, там пишите, я вам пришлю фотографию еще. Ну, я думаю, что вы уже знакомы с этой расческой, она сейчас уже очень популярна. Но я не просто использую вуаль, я использую вуаль с аиртачем одновременно. Так давайте же разберемся, для чего я это делаю. Ранее у нас был балаяж. Почему мы выбирали технику балаяж? Потому что сильно светлые волосы, просто моей модели не идут, да, то есть не к лицу. Но и пожелание сменить окрашивание, хочется что-то новенькое, но в то же время не сильно белое. Как вы помните, у нас с вами техника Air Touch и техника микромелирования дает, если по отдельности, то достаточно светлый эффект. То есть девушка становится блондинкой. Если вы не будете ее тонировать в более темный цвет, это, наверное, подходит не всем. Так вот, здесь мы с вами соединяем две техники именно с той целью, чтобы сделать как можно меньше светлых вот этих полосочек. То есть я хочу растянуть, сделать растяжку цвета и перемешать вот эти светлые прядки, создать не очень светлый эффект, сделать такой мягкий такой переход. Техника вуаль уже дает бесшовный эффект у корней, а с добавлением аиртача результат вообще получается нежнейший, крутое получается окрашивание, вы в итоге его увидите. То есть если девушка не очень любит и не очень ей подходит белый цвет волос, да, то есть светлый, пожалуйста, используйте вот эти две техники, вы сами поймете разницу. Мне кажется, выглядит это гораздо даже мягче, чем балаяж. Используя такое окрашивание, вам не придется делать дополнительную растяжку цвета краской, а вам достаточно будет затонировать девушку с помощью цветовой бани. И все это вы в дальнейшем увидите, я это буду показывать. Так вот, две баночки. Обратите внимание, я крашу двумя кисточками. У нас с вами окислитель обязательно разный. То есть на корне у нас идет один окислитель, дальше уже на окрашенную зону ранее у нас идет с вами окислитель совершенно другой. Смотрите, как я делаю набор именно вот этой расческой. Видите, засунула расческу, у меня разделилась на две части. Перед расческой, сейчас вот сверху будет ракурс, вы просовываете пальчики, то есть вот в эту щель, которая образовалась, вы просовываете большой пальчик, берете прядку, которую вы отделили, и делите на две части. Почему я делаю расческу сверху? Многие показывают расческу снизу. Я хочу как можно меньше мелирования. И как вы понимаете, когда я кладу расческу сверху, у меня получается где-то процентов 30
только светлых волос будет. То есть вот эту прядь, которая сверху, я буду ее красить. Это деление. Нижняя часть у меня будет процентов 65-70, верхняя часть процентов 30. Плюс еще я выдуваю аэртачем. Вот смотрите, я взяла, разделила, выдула, пальчик поставила, подложила планшет с фольгой и положила уже прядь. То есть вот так делайте, так будет вам гораздо удобней. Пальчик у вас, что делает? Пальчик у вас делит две пряди, и короткие волосы не будут вам мешать положить планшет, который вы будете класть, естественно, на проборчик. Все, дальше вы уже нанесли и красите. Так, еще раз повторю. Значит, расческа нам дает с вами, да, 70 и 30 деление пряди. Если вы еще добавите AirTouch, и я, соответственно, как вы помните, выдуваю меньшую часть, да, то у нас с вами останется процентов, наверное, 20-25% всего лишь пряди для мелирования. Поэтому я как бы добавила вторую технику, именно AirTouch. За счет этого у меня получается и меньше светлого, и совершенно мягкая растяжка. Комбинирование этих техник хорошо подходит для такой структуры волос, когда по всей длине волосы ровные. То есть волосы сложно выдуть, они не выдуваются, потому что длина по всей длине одинаковая. Ну а теперь вернемся к нашим двум мискам. Что же у меня в этих двух мисках? Нанесение мелирования, естественно, оно наносится порошком. Порошок у нас это краситель, который мы используем. Неважно, какой вы порошок используете, на чем вы работаете, какой вы любите, такой вы и используете. Самое главное, что все креативные техники окрашивания наносятся очень долго. Вы знаете свой ритм. Быстро вы это делаете, либо не быстро. От этого все зависит процент, с которым вы смешиваете порошок. И, конечно же, начинаем мы всегда с самого слабого процента окислителя. Если вы наносите очень медленно рисунок, то вы начинаете с 1–1,5% окислителя. Если вы наносите чуть быстрее, вы можете начать с 3% окислителя. Но так как у нас ранее концы были уже окрашены, чтобы мы с вами не травмировали наши концы, ну, конечно же, не хочется, чтобы девушка у вас была с обломанными волосами. Мы должны всячески пощадить. Поэтому на концы, как правило, используйте безаммиачный окислитель, либо там окислитель 1%, 1,5%. Обязательно для того, чтобы мы с вами почистили, так как у нас перед этим новым окрашиванием было другое окрашивание. У нас был балаяж, и, соответственно, мы дальше растягивали краской. Так вот, мне нужно почистить для того, чтобы создать просто более ровный цвет по всей структуре волоса. Помимо этого, в обесцвечивающую смесь обязательно добавляйте препараты, которые будут у вас защищать волос от разрушения, то есть от агрессии. Для этого существуют разные плексы и другие препараты. Но плексы у нас с вами, не забывайте, замедляют процесс окрашивания, то есть понижают процент. То есть если вы, например, допустим, добавляете 6%, то на выходе у вас получится, что вы как будто бы добавили 3%. Но существуют препараты другие. Я, например, допустим, уже из практики очень люблю препарат, он называется кератин от Laona Lab. Ссылку я вам дам в описании, так что можете его тоже использовать. Кератин, он, естественно, защищает волос, он агрессивность снимает с порошка, и у вас волос не разрушается. То есть, если вы залезете на тот сайт, там все подробно описано, как работает у них кератин. То есть, вот я его использую, он реально не понижает процент. То есть у вас получается, что окрашивание проходит без каких-либо изменений по времени. То есть получается чистое окрашивание. Я кератин этот добавляю и в порошки, и в краски, и в аммиачные, и безаммиачные. Используйте, ссылку на скидку я вам тоже дам. Обратите внимание, как я закрываю фольгу. Я сначала наношу, естественно, прядь по всей длине. Окислитель, который посильнее, у нас идет от корня до окрашенной длины. Сейчас вот посмотрите.
Вот, наносим. Видите, кисточка у меня одна. Здесь хорошо нанесли. Не забывайте, что вы немножко отступаете от корня, чтобы не создать кляксу, а потом потихонечку размазываете к корешочку порошок. Потому что, когда вы зажимаете потом фольгу, для того, чтобы это не вытекло, и не будет тогда клякс. То есть очень аккуратно наносите. Видите, вот здесь уже пошла у меня вторая кисточка, которая именно наносит окислитель, ну, то есть порошок с окислителем более слабый раствор. Теперь мы с вами фольгу загибаем один раз и второй раз. Для чего мы это делаем? Так как у нас с вами по всей длине пряди окислитель разный, для того, чтобы он не перемешался, не соприкасался с другим более сильным окислителем, более сильный у нас состав сверху, более слабый снизу, вот чтобы они не перемешивались между собой, я загибаю фольгу, как вы видели, дважды. То есть сначала я закрываю кончик, а затем я закрываю всю уже оставшуюся длину. Какой стороной я использую фольгу? Я люблю фольгу использовать блестящей стороной вовнутрь. Чтобы там кто ни говорил, что это никакого отношения не имеет, бла-бла-бла. Законы физики никто не отменял. Поэтому прядь кладем и красим прядь на блестящей стороне, для того, чтобы потом эта блестящая сторона оказалась внутри. И, соответственно, у вас идет прогрев пряди более равномерное распределение тепла. И осветление, соответственно, будет проходить более равномерно. Так, значит, давайте снова про окислители. Какие мы используем? Начинаем мы с самого маленького процента окислителя. Значит, это, соответственно, 1, 1,5. Дальше у нас пойдет 2, 3, 4,5. Дальше 6. Дальше смешиваем мы с вами, получается, 7,5 и заканчиваем 9% окислителем. Пожалуйста, не ленитесь, это важно. А если вы, например, допустим, хотите еще больше пощадить волосы, то, конечно же, вы не используете тогда мощные окислители. Но не забывайте, время выдержки тогда у вас с более слабыми окислителями будет дольше. Все рассчитывайте по своему времени, сколько у вас есть. Там и тогда берите тот процент окислителя. Я работаю достаточно быстро, поэтому я заканчиваю окрашивание 9% окислителем. Как вот вы видите сейчас, закончив затылок, мы перешли уже на теменную зону. У нас с вами, не забывайте, у нас с вами сильное размытие, то есть совершенно плавные переходы. И так как мы с вами на затылке красили в одну сторону, а теперь красим в другую сторону пряди, я отделила очень тоненькую прядку, очень прозрачную такую вот полосочку и убрала, для того, чтобы у нас рисунок с вами сохранялся. Потому что, помните, у нас изначально деление расческой было 70/30. С помощью аэртача мы добились 20-25%. А, соответственно, у нас существуют какие-то пропуски своих натуральных волос. Поэтому сначала, когда вы переходите на теменную зону, кстати, многие начинают от лица. Я не начинаю от лица, как видите, я продолжаю свой шаг. То есть я с затылка перехожу на макушку, и пошла к лицу. То есть мне так удобнее, мне не мешаются пряди. Ну, в общем, короче, тут на самом деле не важно, с какой вы стороны начнете. Вы можете начать с лица, если вам удобнее выдувать туда. Мне вообще не принципиально, поэтому я начинаю сверху. Мне просто так нравится более эстетический эффект. Я сразу же убираю все прядки, все вот эти тяжелые, да, прядки, фольгу с лица убираю, перекидываю назад. Поэтому клиентке это будет более комфортно. 12% окислитель мы с вами не используем, потому что это закрытая техника. 12% используется только при открытых техниках мелирования, и то по инструкции производителя, потому что не все производители разрешают свой продукт, то есть свой порошок, использовать с 12% окислителя. Читайте, пожалуйста, внимательно или спросите у вашего технолога. Значит, вот у данного окрашивания я решила, что у лица я сделаю немного посветлей прядки, и поэтому здесь я делаю без аэртача. Я просто делаю
микромелирование с помощью расчески. Потом в итоге вы увидите, как выглядит эта прядка. Она, ну, скажем так, более четко будет выделяться у нас, обрамлять лицо. Но не забывайте, что вы либо делаете, либо не делаете. Все зависит от типажа вашей клиентки. То есть от ширины ее лица, от цвета кожи и так далее. То есть смотрите, чтобы это ей пошло. Не делайте абы как, не делайте это всем. То есть делайте у лица прядку, чтобы она подчеркивала выражение лица только тем, кому это идет. Вот то, что я сейчас поднимаю, вы видите следующую прядку, это то, что у нас с вами при разделении осталось внизу. Это не новое. То есть я делаю без пропусков, я делаю каждую отделенную прядку. То есть понятно, я ее разделила. Вот здесь я, кстати, показываю, что у нас с вами, видите, у лица разная длина по той причине, что у лица всегда более нежные волосы. Здесь пушковый волос идет, и поэтому разная длина очень. И как с этим бороться, я в дальнейшем вам покажу, когда мы перейдем на височную зону. Вот, видите, я здесь делаю без аэртача. Сразу же наношу, сделав микромелирование, сразу же наношу прядку. Все упаковываете также, закрываете, окрашивание не меняете, то есть середина у нас с вами идет окислитель посильней, кончик у нас идет послабей. Не используйте, пожалуйста, 12% окислитель, даже добавив плексы. Пощадите, пожалуйста, волосы своих любимых клиентов. Ну вот, закончив у лица, мы с вами плавно передвигаемся на височно-боковые зоны. Здесь у нас уже разделение идет не горизонтальными проборами, а диагональными. И продолжаем нашу технику окрашивания. Возвращаемся к ней. То есть у нас техника здесь используется микровуаль плюс аэртач. Почему мы с вами на височках делаем не горизонтальные прядки, а диагональные? Ну, для того, чтобы рисунок был еще мягче тогда, когда девушка убирает хвост. То есть, когда она делает волосы назад, если вы натянете, вот как бы представьте себе, да, вы затянули волосы в хвост. И у вас, естественно, на висках получились полосочки горизонтальные. Вот это будет, если вы сделаете горизонтальное деление прядей. Если вы сделаете диагональное деление прядей, то, естественно, ваш рисунок размоется и перемешается с волосами, которые не окрашены. И, соответственно, будет просто более мягко, более естественно, более красиво. Вы также можете диагональную технику окрашивания, нанесения, деления делать и вообще по всей голове. То есть вы можете диагонально наносить от пробора до пробора. Это тоже будет достаточно интересно, это будет выглядеть по-другому, не так, как классическое разделение прядей. Так что пробуйте, экспериментируйте. Это всегда интересно, когда клиенты не все как по шаблону сделаны, а все разные у вас. У каждого клиента индивидуальное окрашивание. Вот видите, я вам здесь показываю, что есть пушковый волос, коротенький волос. И как мы сейчас с этим справимся, я вам тоже сейчас покажу. Эту прядку вы наносите, как всегда, как мы с вами делаем технику. Ничего не отступайте, ничего не переставайте делать. Также микровуаль аэртач. А ту маленькую прядку у лица мы с вами будем делать просто микровуалька. Смотрите внимательно. Убираю, видите, фольгу уже сложила я по-другому, для того, чтобы она мне не мешала сделать вот этот маленький-маленький кусочек. Кстати, если вам удобно заворачивать фольгу именно таким образом, то есть делать квадратик, вообще не вопрос. Я не делаю, это, как бы, скажем так, тратит мое время. Я зажимаю только уголочки, которые держат фольгу и не дают ей сползти.
Вот видите, нанесение у меня просто идет деление прядки вот этого маленького волосика, это микровуалька. Заворачиваете, доделываете эту зону до конца и затем переходим с вами уже на противоположную зону. Ну, как видите, я ее уже сделала. И у нас с вами остается, когда мы с вами делаем деление по диагонали, сверху остается треугольник. Не игнорируйте его, а тоже так же прорабатывайте, как и все широкие пряди. Потому что, естественно, треугольник имеет верхний угол узкий. Но не забывайте, что мы должны доделывать все с вами до конца. Не халтурьте, пожалуйста. Это рисунок. Где вы чего-то решите схалтурить, то, соответственно, будет темное пятно. Оно само по себе у вас не закрасится. Техники окрашивания на то и техники окрашивания. Все продумывайте, как у вас будет лежать, как в итоге на выходе должно смотреться. Обязательно продумывайте. Если вы чего-то не знаете, у нас в интернете очень много информации, то сначала ознакомьтесь, посмотрите, после этого только используйте. Для того, чтобы все-таки эффект понравился вашему клиенту, конечно же, в первую очередь, но и вам самим тоже. Потому что вдруг клиент говорит, вот я хочу там то-то, то-то. Вы реально смотрите на клиента и понимаете, что нет. Значит так, высиживаем с вами время по инструкции производителя. Как правило, время высиживается до 50 минут. Там плюс-минус смотрите сами. Если волосы у вас светлые, конечно же, они осветляются быстрее. Темные, ну, значит, соответственно, там минут на 10, может быть, подольше. Мы с вами все смыли, очень хорошо промыли, сделали особое мытье. Что такое особое мытье, я рассказываю, естественно, при обучении. Это очень хорошая вещь, которая останавливает на 100% действие аммиака, потому что аммиак у нас с вами не выводится до конца из волос. Дальше мы с вами на влажные волосы наносим тонирование. Значит, тонирование у меня идет цветовой баней. Высиживается цветовая баня, выдерживается на волосах где-то 5-20 минут. Вы смотрите сами. Дальше я вам показала, что мы просто высушили волосы. И когда она играла волосами, вы видели, каков у нас рисунок с прямыми волосами. То есть этот рисунок, который мы с вами сделали, комбинирование этих техник, дает возможность, чтобы красиво волосы выглядели и прямые тоже. Ну и сейчас я вот вам показываю, как я накручиваю. И, соответственно, мы с вами в итоге увидим, как выглядит эта техника уже на накрученных волосах. При накрутке я использую утюги. Ну, здесь я не буду рекламировать, какие утюги, обыкновенные утюги, какие у меня были дома, потому что у меня, естественно, на работе основной мой инструмент, дома уже какой-то такой вторичный, ну, конечно, тоже профессиональный. Накручиваем мы с вами, делаем серф-локоны, мы делаем, чтобы они смотрели не все в одну сторону, а они встречались. И самое основное в этой технике, в накрутке, чтобы у вас не перекручивалась сама прядь. То есть, если вы обратили внимание, когда я двигаю утюги, то я перебираю пальчиками противоположной руки. То есть я распрямляю прядь. Я делаю напрямую, не на скрученную в жгут прядь, накрутку. И делаете одну в одну сторону, прядь загибаете, другую в другую накручиваете. Помогайте себе, естественно, пальчиками. Почему я прохожу сначала несколько раз по длине? Так как вы помните, что волосы у нас мокрые, мы только что их помыли. А что значит такое у нас дальше происходит? Я хочу досушить чуть-чуть волос, поэтому прохожусь несколько раз. И плюс еще равномерно нагреть, для того, чтобы у нас с вами прядь получилась более красивой, более ровной. У меня, у моей девушки, у моей модели, волос кудрявенький, такой пушистенький. И поэтому хотелось бы равномерно нагреть, чтобы утюг скользил по волосам, нигде я не цеплялась. И все было не больно и комфортно. И я вот здесь вот показываю немного, здесь видно, что я немножко поднимаю еще от корня. То есть такой даю естественный объем. Вот посмотрите, это вот видно.
И вот таков наш результат. Естественно, приходите ко мне на обучение, я буду вас всех рада видеть, всех люблю. Спасибо, что вы меня смотрите, подписывайтесь на меня, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Всем хорошего дня, пока!